Уже сегодня молодежная сборная Грузии проведет свой первый матч на Евро в Словакии. И я, конечно же, здесь, город Жилина. Здесь будем смотреть игру сборной Грузии. Ну а перед этим давайте небольшое превью вообще, что ожидать от этого турнира, каковы шансы Грузии и как воспринимают Грузию другие команды. Поехали! Жилина совсем небольшой город. Не знаю, с каким грузинским городом его можно было бы сравнить, но действительно очень маленькое население, живет своей жизнью, пока фанатов особо нет. Вот этот дедушка сейчас на меня очень косо посмотрел. Пока все спокойно, но в городе уже есть какие-то плакаты, напоминания о том, что сегодня стартует чемпионат. Есть уже полный календарь чемпионата в городе, расписания такие висят, большие, я вам покажу, я вчера там даже фотографировался. И, конечно же, там есть сборная Грузии. Ну и вот там вот чуть подальше живут грузинские коллеги сетанты. Я вчера встречал девушек, которые из Кутаиси прилетели в Будапешт, провели там какое-то время и приехали именно на матч сборной Грузии. Они не захотели общаться на камеру, все-таки дорога была утомительной, но вот они проверяли даже мои знания, смогу ли я назвать всех игроков молодежной сборной. Ну, не всех назвал, но многих все-таки назвал, как говорится, проверку прошел. Ну, а теперь давайте немного по самому турниру, что вообще нам ожидать. Я тут нашел небольшой буклет, ссылку на него дам в описании. Если вам интересно, если вы считаете себя каким-то таким футбольным гиком, футбольным экспертом, хотите разобраться, советую вам почитать, потому что этот буклет готовили представители самых разных стран, в том числе, кстати, Грузии, и они писали вот свое мнение, сильные стороны, слабые стороны, каждая из команд описывали. На мой взгляд, получилось очень интересно, поэтому советую. Так вот, если верить этому буклету, то Грузия вообще явно аутсайдер группы, хотя, знаете, я, честно, не очень понимаю логику, потому что посмотрела состав Польши. Ну, давайте сейчас отталкиваться от матча Грузия-Польша. Мы понимаем, что Франция и Португалия – это команды, которые гораздо сильнее. Но Польша, там, в принципе, нет футболистов, которые играют в топ-5 не то что даже чемпионатов, а вторых дивизионов. Ну, там в Турции есть несколько игроков, на которые возлагают большие надежды. Написано, что Польша играет первым номером, играет в контроль, играет в атаку, но одна из самых слабых сторон команды – это игра в обороне, потому что команда много пропускает. И вот недавние товарищеские матчи в марте, которые были, кстати, открытых матчей в июне не было. То есть перед турниром, в отличие от Грузии, мы помним матч Грузия-Румыния 0-1, у Польши таких игр не было, и поэтому остается только гадать, как Польша готовилась в июне к этим самым матчам. Так вот, если говорить про март, там были яркие встречи с Украиной, например. Украину обыграли со счетом 3-2, с Данией был счет 3-3. И вы даже по этим результатам видите, ну, конечно, это счета, это все товарищеские матчи. Но вы видите, что Польша много пропускает. Так было и в отборе, в общем, так было и в официальных матчах. Команда стабильно много пропускала и заняла второе место в группе, точно так же, как и Грузия, но набрали побольше очков, поэтому они попали напрямую, в отличие от Грузии, которой приходилось пробиваться через стыковые матчи. И вот, наверное, из отбора стоит выделить боевую ничью с Германией 3-3. Там команда и выигрывала, и проигрывала по ходу матча. И вообще вот эта черта команды бороться до конца, наверное, самая опасная сегодня в матче против сборной Грузии. То есть если вдруг Грузия поведет, будет вести по ходу матча, ни в коем случае нельзя садиться в оборону. Но я верю, что Ромас Сванадзе, который в сборной уже с 2021 года, который, кстати, обыгрывал сборную Англии, если вы не знали, я вот посмотрел, я об этом не знал. В 2021 году там и Антони Гордон, и Джейкоб Рэмзи были в составе. Ну, в общем, он знает, как топовые сборные обыгрывать. И Португалию тоже обыгрывали. И Голландия, Бельгия были ничьи. Вы помните, в 2023 году Грузия тоже считалась одним из аутсайдеров группы. И знаете, вот в той самой методичке, про которую я вам сказал, там это относится к достоинствам грузинской команды, что вот они с менталитетом андердога могут как раз-таки обыграть сильные сборные, ну и их могут тоже недооценить. Другая любопытная страничка про сборную Грузии – это игроки, так называемые звезды, да, на которые стоит обратить внимание. И вот Георгий Квернадзе из серии «Б», Фрозиноне, провел не такой плохой сезон, кстати, и частенько там отмечался и яркими голами. Он считается первой звездой по версию авторов вот этой методички. Один из доводов, о котором говорят авторы, что Квернадзе уж очень захочет себя проявить на европейском уровне, где будет много скаутов, и все внимание будет приковано к этой сборной Грузии. Ну, еще там был, конечно, Саба Гагличидзе и Ираклий Азаров, но мы с вами прекрасно знаем, что Саба, к сожалению, в
в турнире участия не примет. Очень больно, грустно. Но есть другой Саба Сазонов. Его появление на поле мы ждем. И мне кажется, что, в принципе, его вот в эти топ-3 вполне можно было бы включить. Но Ираклий Азаров, он, знаете, он, может быть, не так много матчей провел в Лиге Чемпионов, но посмотрите польский состав. Там вообще нет футболистов, которые играют в командах Лиги Чемпионов, играют в командах такого уровня. Поэтому то, что у него даже какие-то минуты были на европейском уровне, мне кажется, это огромный плюс. Плюс Ираклий дофига матчей провел за основную сборную Грузии. Поэтому это тоже такой козырь, я бы сказал, грузинской команды. Ну и давайте тоже не забывать про характер, как Грузия попадала, вот эти матчи с Хорватией, борьба до последних минут, победа в серии пенальти, когда казалось, что уже все. И мы помним сейв грузинского вратаря в решающий момент. У Польши выделяют Антони Казубеля, Кацпера Козловский и Томаша Пьенко. Эти три футболиста, они, кстати, все представляют центральную линию. И это вот тоже очень интересно, ребят, потому что мы видим, что у Грузии выделяют защитников, в том числе, ну, Гагличидзе, понятно, его нету, но я сказал об этом, Азарове. А вот у поляков центральная ось, и вот первый футболист, о котором я сказал, это полузащитник Леха из Познани и один из самых ярких футболистов польского чемпионата. Его тоже отправляют уже за рубеж, и как будто бы это неминуемо, это должно совсем скоро случиться. И вот именно Кацпер Козловский, на мой взгляд, один из самых интересных футболистов в составе этой польской сборной. Его подписал английский Брайтон, потом он начал гулять по арендам, был и в Унионе из Бельгии, и в Витесе голландском. Ну, в общем, были шансы себя проявить. Сейчас он в Турции, в команде Газиантеп. Но этот парень с большим международным опытом, пусть и не топ-5, но на таком уровне Ю-21, я уверен, что это ему пригодится. И его стоит особенно опасаться грузинской обороне. Ну, кстати, немного в заблуждение вводят, вот здесь написано футбольный стадион. Но на самом деле здесь железная дорога, и за дорогой футбольный стадион. Друзья, ну я особо хотел бы отметить уровень Сабы Сапанадзе. Он уже в Словакии офис себе открыл, ну ничего себе. Делать им здесь. Конечно, это шутка, но, в общем-то, странно выглядит здесь это название. Стадион под Дубнем, именно так называется домашняя арена Жилины. Здесь сегодня сыграет сборная Грузии и сборная Польши. Но обратите внимание, что здесь все только отремонтировали, дороги, очень комфортно. Грузинским болельщикам отмечать победу будет очень комфортно здесь после игры. You will be working just on this game in Žilina? On every game in Žilina. So also France, Georgia, I think. What can you say about the atmosphere in this city? Like people, do you expect many people on the stadium today and on other games? Yeah, I expect many people, but today is also a game of Slovakia in Bratislava, so that game will be definitely sold out. But today I expect many people from Poland because it's quite close. And also some people from Georgia, I hope, and they will create nice atmosphere because it's a great honor for Slovakia to organize such a big tournament like European Championship Under 21. You know, I'm impressed that you have 8 cities hosting 8 different stadiums because Yes. 2 years ago in Georgia they had 4 cities and 4 cities in Romania. How is possible that Slovakia is so football country or what? Yeah, because in recent years, Slovak government invested a lot of money into infrastructure and new stadiums. Some stadiums are smaller, like 5,000 capacity, but here in Žilina, I think it's 11,000 capacity, so it's quite a big stadium, I would say. So it could be sold out today. I hope so, yeah. And what do you expect from Slovakia national team? Any chances to go to the next stage? I think we have such a difficult group with Italy and Spain and Romania. Oh yeah. Today we play with Spain, so if we can somehow win this game, I think we can qualify to next round, and then we will see. Thank you, guys. Thank you. Are you supporting Portugal? No? Друзья, если вы не поняли, это были волонтеры чемпионата Европы молодежного, которые здесь работают, они местные. Они ожидают, что сегодня будет очень много гостей из Польши, и вообще, что польские болельщики будут доминировать. Я не знаю, как оно будет, но город такой спокойный, уютный. Я не ожидаю, по крайней мере, каких-то схваток там между фанатами польскими и грузинскими. Я думаю, все обойдется, но пока все очень-очень спокойно. И, может быть, оно и к лучшему, знаете. До матча еще очень много времени. Игра в 9 часов по местному времени.
Поэтому давайте торопиться не будем. Вот видите, буквально сейчас уже идут доработки последние. Что-то с логистикой, видимо, решает. Ну ладно, молодцы, работают ребята. Я считаю, это наоборот хорошо. Вот такая экспресс-аналитика буквально на ходу у меня. И давайте, наверное, еще скажем пару слов о ситуации в группе вообще, что нам стоит ожидать в группе. Вот первый тур, игра с Польшей, но она реально определяющая, потому что дальше Франция и Португалия. Ну и если сейчас не обыгрывать Польшу, ну что вообще будет делать на этом турнире? Я думаю, что Ромас Сванадзе будет говорить примерно так же сегодня, и нужна обязательно победа. Пишите, что вы думаете об этом матче, будете ли вы его смотреть, и кто для вас главная звезда этой молодежной сборной Грузии. Нахвамдис.